Всем привет! Мы сегодня в Паттайе. Для русских туристов небольшой такой лайфхак. Есть автобусы, они только запустились в этом году, с сентября месяца. Это Elephant Bus, Hop on Hop Off. Они такие по всему миру, потому что я их уже встречал и в Москве. В Бангкоке есть точно, и в Сингапуре они есть. Может быть, еще в каких-то других городах. Автобус двухэтажный. Значит, первый этаж обычный закрытый, второй этаж разделен на две части. В одном там кондиционер работает, она закрытая часть, во второй вот она открытая, без крыши. Можно спокойно ехать, снимать. Стоимость такого тура стоит 800 бат в день. Но весь октябрь и ноябрь у вас есть возможность прокатиться за 800 бат по двухдневной экскурсии. Но я так думаю, они это будут делать, эту акцию, продлять, пока не будет хоть какая-то насыщенность автобуса. Мы вот ездим уже второй день, и в автобусе обычно было там 1-2 человека. Вот вчера было максимум 4 с нами вместе. А сегодня вот еще есть китайская группа сзади, их там человек, наверное, 5. Всего в автобусе на 2 этажа. Вот, ну, вообще очень удобно, конечно. Вы едете по городу, у вас 2 маршрута, синий и красный. Красный маршрут, он обзорный по Паттайе. Ну, вот те, кто вообще не знают, как Паттайя выглядит, да, не понимают. Он даст быстро очень правильный обзор этого города. Он на 80% он состоит там из мелких отелей и набережной, да, Beach Road. Поворачивает на Уокинг-стрит до Суховмита и обратно через стыковочную станцию вы попадаете на базу этих автобусов. На базе этих автобусов вы можете пересесть на другой маршрут. Он называется «Синий». Синий маршрут, он более интересный на самом деле. Он включает в себя практически все исторические памятники. Отдельно каждая экскурсия вам обойдется примерно от 800 бат. Допустим, там он заезжает в Нук-Нуч, соответственно, вы за Нук-Нуч отдельно заплатите 800 бат, или там 750, куда предлагает в городе сейчас. Ван Ят, потом аквапарки Рамаяна, Universal, все эти места он останавливается, вы можете выходить. Фишка вообще этих автобусов в том, что вы выходите в любой точке этих остановок, вот, фиксированных, проводите там какое-то время, у вас на бумажечке написано расписание, по синему маршруту, допустим, каждые 1,5 часа автобус ходит. Сейчас, к сожалению, один автобус убрали с маршрута, и он ходит каждые 3 часа. По красному маршруту он ходит каждый час. То есть вы вышли, погуляли, пришли на место остановки, на которое вас выгрузили, и опять сели, показали билетик и бесплатно едете дальше. То есть это такая, она и обзорная экскурсия, и универсально-прогулочно-пешая. Плюс в автобусе везде стоят разъемы для аудиогидов. Вам выдают при входе наушники. Присутствует 5 языков: немецкий, английский, тайский, китайский и, конечно же, русский. Примерно минуты за 2 до точки локации, к которой вы подъезжаете, девочка в наушниках начинает вам что-то рассказывать про это место. Такая краткая историческая справка. А в остальное время играет музыка тайская, такая умиротворяющая, можно медитировать под нее, если честно. При подъезде к некоторым точкам локации аудиогид говорит, что ищите специальные стойки Elephant Bus для того, чтобы получить билеты со скидками. На сегодняшний момент, это ноябрь 2023 года, этих стоек до сих пор нет. Так что вы билеты пока еще будете покупать без скидок по стандартной цене. Нук-Нуч на сегодняшний момент 600 бат. Но вот если подумать, это достаточно выгодное предложение. Тем более на 48 часов. Вы получаете по факту 2 обзорные экскурсии. Плюс вы можете выходить в нескольких точках локации, оплачивая билеты стандартные и путешествовать. Вот мы сегодня наметили Ван Ят. Храмовый комплекс большой. Из того, что мы проехали, там было изображение Будды на скале, мини-Сиам,
парки Universal. Мы на это все посмотрели. Ну, как бы это не вдохновило. А вот Ван-Ят нам очень понравился. Очень красивый такой. Он хотя и современный, там 79-го года постройки, по-моему, но очень красивый комплекс. Мы решили провести там вот практически полдня. То есть мы выйдем, и если вы попадаете на нормальную экскурсию, целых 1,5 часа у вас времени погулять, там вам этого хватит. Если нет, то 3 часа. По Ван-Яту вы можете гулять еще и с аудиогидом. И есть хороший аудиогид, стоит 199 рублей. Он на Паттайю и на Бангкок. Нет, стоп. Еще, да. Как в него сесть? Возле терминала 21 первые ворота, Gate 1. По расписанию, которое вы можете посмотреть на сайте. Но вот первый автобус в 9 часов по красному маршруту стартует, второй автобус в 9:30 по синему маршруту стартует. У синего маршрута, повторяюсь, один автобус идет раз в 1,5 часа, у красного автобуса раз в час. Вы подходите туда, так как терминал 21 открывается в 11 часов. Посмотрите внимательно. Обычно с 9 часов возле первого гейта на порожечках там сидит девочка. Она в такой красненькой футболочке, у нее написано Elephant Bus. Вы подходите, говорите, hello, you from Elephant Bus? Они говорят, yes. И вы говорите, дайте нам билетик один. Она вам прям там выдаст билетики, наушники. Автобус приедет, она вам покажет, посадит, и все, и вы счастливы едете. Билет действует на 2 маршрута, то есть у вас 2 дня, вы можете по обеим маршрутам накататься сколько вам угодно. Если погода плохая, это в особенности будет очень приятный такой бонус. И вы фактически убиваете таким образом необходимость брать такси, необходимость брать обзорные экскурсии, которые у обычно наших туроператоров, ну так скажем, не ахти, потому что они насыщены всеми возможными магазинами. Вот. А по красному маршруту единственное, наверное, место, которое вот стоит выйти, это холм Большого Будды. Все остальное можно просто проехать и посмотреть. Там ничего интересного, потому что вы днем на... кстати, вот первая остановка синего маршрута это плавучий рынок. Так, в общей сложности вы проводите в храмовом комплексе, наверное, в районе часа. Это если температура не будет позволять, там, допустим, в районе 40, как сегодня. Если вы немножечко более выносливы, вы можете посетить сразу несколько локаций. На месте там прям комплекс храмовый, большой. Мы посетили практически все, кроме самой верхней точки, до которой идти около 1,5 километров, плюс еще там 250 ступеней подниматься, вот туда мы не пошли. На обратном пути, вот мы сейчас опять посетим храм, я сейчас вам его покажу. Это Вихарнасиян. Это китайский храм, традиционный, но он такой новосделанный, да? Мы его быстро сегодня проехали. На самом деле вчера мы проехали его гораздо медленнее. Мы проехали вчера его за около минуты, мы только объезжали его. Далее по курсу гора Золотого Будды. Историю, если хотите, почитаете. Это подарок сына короля. Бывший король Рама сейчас уже умер. И вот я так понял, судя по истории, этот комплекс, это он ему подарил на день рождения. Один день они занимались лазерной гравировкой на скале, а все остальное время по возведению они занимались тем, что золотом, делали окантовку золотом. Вообще, конечно, 2 дня, я думаю, мало. Потому что точек интереса здесь по каждому маршруту здесь точек интереса от 8 до 10 точно. Из них, вот как по мне, интересный Нунг-Нунч, храм, который вы видели. Возможно, комплекс китайский, вы его тоже видели. И вот
возможно, наверное, так как я любитель океанариумов, я во всех странах посещаю океанариум в обязательном порядке, я бы, наверное, еще заехал в Ocean World вот сюда, на Суховмид. На обратном пути он будет тоже точкой интереса после аквапарка Universal. Нет, даже после Амбассадора. Есть еще один такой момент интересный для тех, кто был в Паттайе давно. Наверное, там, может быть, лет 10 назад. Сходите обязательно в Нук-Нуч. Он очень сильно изменился, он разросся, его облагородили. Все пустые пробельные места, которые вот были в самом начале. Это не самое же начало было парка, да, восстановления, он очень старый. Но вот сейчас, относительно 10-летней давности, он разросся, процентов на 50. Если не больше. Там очень много чего понастроили. Там появились, понятно, новые статуи, которые мне не совсем доходят. Там огромный, типа Dino World теперь, динозаврус. Но в остальном, там они это все как-то облагородили. В прошлый раз, я помню, была долина орхидей. Она уже была, она сейчас совершенно другая. Сейчас мы проезжаем, кстати, Золотого Будду. На этой точке он останавливается. Туда можно не заходить. И там еще, знаете как, там такое место, там большая площадь. Там очень много солнца. Тени практически нет. То есть вы будете идти еще метров, наверное, я так думаю, 300. И вы все равно его увидите, просто вот так же, как и мы. В общем и целом, как говорит один небезызвестный юмористический персонаж, можно сюда смело посещать 2 дня. Да, я понимаю, что в солнечные дни, по жаре, сейчас вы видите, да, солнце прям хорошо припекает. Обязательно берите с собой кремушки, потому что даже в автобусе здесь загореть никаких проблем. И в течение следующих дней выйдет еще, наверное, пара видео. Первое – это распаковка отеля Twins Palm Resort. И еще будет видео из Бангкока, туристический кораблик, скорее всего. Потому что у меня есть такая цель – погулять по Бангкоку именно по воде. Тоже таким же образом. Я Бангкок немножко знаю, поэтому я не думаю, что это будет для меня большой проблемой. Прокатиться по таким знаковым местам. Не знаю, сниму я все или не сниму, но видео это будет. Маленькое хотя бы, но будет. Хорошего отдыха. Приезжайте в Паттайю. Тут прям очень здорово.